мама. За всем. Сережка. Ну, вот поплыла. Серега, Славка. Ну, лифт, конечно, у нас, как всегда, не работает. Давай. Славка! Слав! Забыл! Что? На бутылочке! Давай сюда! Ну, давай. Скорей. Ну, где ты ходишь? Люсь, там очередь была. Кефир не было, в Эрисе взял. Держи бутылку. Да он скромничает, ну что ты? Он, понимаешь, всех молодых матерей вперед себя пропустил. Потом старушку через улицу перевел. Помог задержать хулигана, спас пионера, упавшего в реку. Все, что ли? Все. А это что? Гуляем. Сегодня, Люся, большой праздник. Какой еще праздник? Войдите. Сережка? Ага. Откуда ты взялся? Здравствуй. Издалека. Здравствуй, Люся. Ой, ну что ж вы встали? Проходите, Ну, конечно, а ты как будто в первый раз. Ты план, Сережка? Ну, с разоружением. Разоружение. Вольемся в мирный созидательный труд. Альон. Прощайте, ребята. Люсь, ну что ты там мелькаешь? Ну как тут у вас? Что нового-то? Ну, все новости у Славки. Он у нас отец, семьянин, домовладелец. Правда, Слава? Правда, вот комнату получили. Врастаешь в быт. Врастает. Со страшной силой врастает. Вон брак купил. Торшер, теперь его ничем не остановишь. Стяжатель. Накопитель. Гопсек. Завистники. А почему бы нам, одиноким молодым людям, не позавидовать чужому семейному счастью? А вы своим обзаводитесь? Как произведение? Чего? Старались. Как зовут-то? Володя. Владимир Станиславович. Да, мама у тебя Станиславович. изменилась. Что, к лучше или лучше? Ну как-то возмужала. Постарела. Осторожно, С ним бабушка. постареешь, ничего подобного не помогает. Тунеядец. Сколько ему? 5 месяцев. И 20 дней. Растут люди. А мы, Сережа, стареем. Ну, за мирное, Вовочка, Как ты что, ребенка-то инфаркт Ну доведешь? вот, лишают права за от мирное собственного. сосуществование, которое может еще сделать нас семейными людьми. Пропустим. Слушай, Слава, никогда не думал, что ты против мирного сосуществования. Да я-то не против. Пропустим. Нет, пусть враги мира пропускают этот тост, а мы выпьем. Сереженька, ты закусывай? Сереженька, все-таки хорошо из армии приходить, все тебе рады. Выходит, зря, мой старый друг, мы берегли свою свободу. Ведь сберегли мы нее одиночество свое. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра.
Сейчас пошли. Обожди, Слава. Ты Ленку Караванову знаешь? Ну, из 12-го дома. Ну, Пашка Кошлаков с ней ходил еще в 8 классе. Ну, вышла замуж за мастера спорта. Женька Журавлев, большой человек. Я Миша там с Сергачев встретил. Уши, вот, еще больше. Кстати, вот такой парень. Нет, смотря с какой стороны. Он сейчас за «Спартак» играет, его перетянули. Комнату там дали, по-моему. Где, в Черемушке? Ага, в Черемушке. Поднимут тебя ночью по тревоге, будь здоров. Марш-бросочек, 20 километров с полной выкладкой. Здесь вот каждую ночь по тревоге поднимают. В общем, город ничего, зеленый, правда жарко. Подходим к кинотеатру, идет «Одинокая женщина». Какая одинокая женщина? Ну, фильм «Одинокая женщина». Покинутая Оставленная женщина. женщина. Несчастная женщина. Забытая женщина. Ну, женщина, в общем, в белом. Измученная женщина. Женщина с гитарой. Девушка с Это гитарой. девушка Нет, с гитарой. женщина с гитарой. Что ты? Английский фильм, ты видел? Да какой? Ты думаешь? Да нет. Не знаю, я хотел в энергетические документы подать, опоздал, да и все равно бы не сдал, надо же готовиться. Пойду поработаю. Тогда к нам в лабораторию. со следующего. Берут со средним, и потом ты локаторщик, оторвутся руками. Да нет, я, скорее всего, сюда на 11-й ТЭЦ пойду. Институту это не помешает. Потом, знаешь, матери приятно будет, отец там работает. Ясно. А жаль, электроника, прогрессивная техника, прогрессивная зарплата, и вдвоем веселее было. Ну, ты вот с этого бы и начинал. Ладно, посмотрим. За тебя, Люся. Спасибо. Присоединяюсь, Люся, ты очень хороший человек. Я знаю. Жаль, что мне нельзя, а то я с тобой бы выпила. Никогда не подумал бы, что ты за Славку выйдешь. А никто и не думал. И я не думала, и он. Но он-то, положим, думал. Ну, вот видишь, споили тебе мужа. Отоспится. С этим делом только так и отсыпается. Слава, ты что-то в нас не видел? Подъем. Вот такая запись. Здравствуй. Мам, помочь тебе? Иди, иди, а то опоздаешь. Ну, я побегу.
Здоров. Здорово. Приятный вечерок, а? Пойдем Славку спасать, что ли? Сам погибает, товарищи выручает. Ты куда это? Люсь, я пойду в магазин сбегаю, а то у меня папирос кончились. Тогда вот что, купи заодно хлеба. Ладно. Потом у нас масла нет. Так. И там на окне возьми баночку из-под майонеза Хорошо. маленькую. Купишь сметану. Хорошо. И если котлеты увидишь, а то на завтрак есть нечего. Икры кабачковой взять? Салют. Здорово. Как дела? Все нормально. Не надо. Ты что? Я никак не помню. Ты что? Здорово, Саш. Представляешь? А что представляешь? Да, ну что? Ген, ты сегодня крутишь, да? Привет. Ну что, пойдем потанцуем, а? Да, пойдем. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вы что, нас не узнали? А мы к вашей Вере уроки учить ходили. Тося и Шура. Теперь помните? А, вспомнил. Хороший вечер. Без осадков. Вас что, в армии молчать не учили? А он военную тайну соблюдает. Пошли. Пошли. Пойдем, я тебя поведу. Приезжай, а мама говорит, ты дома. Пошла тебя искать. Здравствуй. Здравствуй. А ты откуда взялась? Из пионерлагеря. А ты не смотри так, я уже вожатая. А, простите, девушка. Пожалуйста. Кто такой? Так, один знакомый. А, понятно. Матери не говорить? Она знает. То серьезные намерения? Ну, это мы посмотрим. Вон что. Пожалуйста, Что такое? пожалуйста, я тебя не держу. Слава, куда же вы? Можешь оставаться здесь хоть на всю ночь, хоть на всю жизнь. Я не понимаю, что произошло? В чем дело, Слава? Уже Да запрещают? я же говорю, я тебя не держу. Ну, значит, ты меня не держишь. Подумаешь, мы зашли на минуту на танки. Пожалуйста. Слушай, Серега, есть предложение. Какое? Ну, может, сходим куда-нибудь, пройдемся? Там нас две девушки ждут, ты их должен знать. Не знаешь, познакомлю. Ну, вон они не стоят. Тебе какая из двух нравится? Короче. Третье. Я домой. Чего ты? А я как же? Ничего, не пропадешь. Да нет, серьезно. Иди танцуй. А я докурю и домой устал за день. Ну, будь здоров. А то, может... Здравствуйте. Ой, погоди, у меня прям сердце выскакивает. А что случилось? Ничего, пойдем. Я так боялась. Что такое? Ой, сколько сейчас времени? 10. Я так боялась, что ты уйдешь. Я привык. Ну, куда мы? Прямо. Давай просто так походим, ладно? А? Осторожнее,
Славка, ты что? Колька, Колька, надо скорее! Колька! Эй! Давай! Один билет. Спасибо. Не стоит. Сейчас! А этот билет там действителен? Нет, надо новый взять. Ну и порядки здесь, придется этим заняться. Да действительно, действительно. Воробьев переулок, следующая остановка, школа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как вы тогда добрались? Когда? Ну тогда успели на метро? Да что вы? Ну как же, Ну, вы помните, что-то вы еще путаете. спешили, опаздывали. Кто такая? Хорошая девушка. Первый раз вижу. Брось, неплохая девчонка. Как зовут? Вот это я не спросил. Ну ничего, вечером выясним. В 8:30 у кинотеатра «Буревестник». Лихач. Счастливо! Привет! Привет. Мать дома? Сейчас придет. Согрей. Да ладно, возиться еще. Язву живешь. Я не хочу, я просто так. А где же мать-то? Сказал, сейчас придет. В магазин пошла. Кузьмич! Николай Кузьмич! Что делаешь? А уроки? Выучи. Слушай, давай пошли в баню, попаримся, а? Давай. Но только живо, как по тревоге. Раз-два, ладно? Ладно. А ну куда сумку берешь? Дай сюда на тренировку. Ну Давай ладно, дорогу ну на ладно, тренировку. Что, в олимпийские чемпионки меч? Что? Марь Прохоровна! На тебя буду смотреть, что пузо растет, а ну дай сюда. Осторожнее, сумасшедший. Что такое? Откуда столько? Получка? Получи. Как скоро? Ну, не скорее, чем у всех. Ты куда собираешься? Хочу сходить попариться с Кузьмичом. Сережка принес? Ну, к тарелке отнеси на кухню. Зажал получку. Нет, чтобы позвать кого-нибудь в ресторан. В Прагу, например, или куда-нибудь в кафе. Я вот нигде не была. Пригласил бы и пошли. Первые деньги надо весело прогулять и запомнить. А теперь мы их по хозяйству пустим. Правда, мама? Правда. Тебе еще вот туфли надо к зиме купить, и Сережка без костюма. Что ж, туфли это? Ничего. Ты дурак. Почему? Маме-то ничего не купил. Ой. Ну ладно, в другой раз. В другой раз не считается, и другого раза не будет. Это все равно, как на 8 марта. Дай рубль. Возьми на столе. Я пошел, мам! Пошли, Кузьмич. Мочалку взял с него? А? Мам, это же не потрясение, что Сережка деньги получил. Я считаю, это радость. Пейте томатный сок. Пиво воды.
Дом моделей. Собирайте металлолом. Ну, это мы собираем. Группа дрессированных хищников. Вы сейчас не сходите? Нет. Тогда позвольте мне. Решите. Не слышно, слышите? Чего же вы понимаете, что он не с места и старик хрестослов его? А между прочим, она сейчас уйдет. И все. Молодой человек. И не стыдно в институте учиться? Наверное. забыл купить билет, то покупайте. Завтра разыгрывается последний день. Завтра тираж, купите билетик, купите, кто забыл. Самый счастливый, самый хороший остались.
Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницей ручей, а пруд уже Что такое? застыл. Сколько же времени прошло? 3 месяца? Да, 3 месяца, как я вернулся. А такое ощущение, что я вообще никуда не уезжал. Я все время чего-то жду. От чего? Чего именно? И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит... В армии все понятно, там служба. Подъем. Да. Эх, завидую я, ребята, завидую. У них все уже налажено, у Славки свои дела. Семья, Колька, ну этого всегда все в полном порядке. Легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полон. Таков мой организм. Что, Сергей, влюбился, что ли? Везет же отдельным людям. Я уж не помню, когда это со мной случалось. Нашел время и место, самоанализ в сумерках. Погодка прямо по заказу. Сейчас на пляже приятно. Да, ситуация. Ручья еще бежит за мельницей ручей, а пруд уже застыл. Сосед мой мрачный, домашние заботы. Женится идиоты в 20 лет, а потом ходит с такими вот лицами. Спартак выигрывает в Москве, в Минске делает ничью, а киевляне проигрывают в Ростове, то Спартак выходит вперед. А торпеда ничего не светит. А была команда. Обидно. Что от тебя обидно? Что? Заговариваешься. Ну ничего, бывает. Ну что будем делать? Может быть, ко мне пойдем? Телевизор смотреть. У меня же нет телевизора, что тебе надо? Купишь, все купят. Ну а что вечером делать? По улице шататься? Да, конечно, улица это не для женатых. Всем вам место у телевизоров. А меня лично к этому делу только через народный суд приговорить можно. Ну ладно, я домой пошел, а то ты еще раз Да, плачешь. будь здоров. Процветай в том же духе. Смотри, завелся. 3 пачты. Это есть. А может, погода такая? Может быть. Ни пуха, ни пера! Целую крепко, ваш Николай. Ну что предпримем? Слушай, давай поступим в кружок кройки и шитья. Вот прямо сейчас пойдем и запишемся. Ну а что, если это было то самое? Единственное в жизни. В общем, вел я себя глупо. Глупо, надо было просто подойти. Колька бы не растерялся. Но я знаю ее дом, подъезд. Может быть, я это все придумал? Коля! Добрый вечер! Идите сюда! Здесь нет перехода. Быстрее. Ну что же вы? Вам кричишь, а вы, Сережа, привет. Привет. Здравствуйте. Знакомьтесь, моя подруга. Наташа. Сергей. Ну, пойдем, что стоять? Братцы, совсем одичал, даже клюшку А купил. что поделаешь, запасаемся. Какие предложения? Могу прочесть лекцию о строении Вселенной. Не смешно. А серьезно? А серьезно, будем искать музыку. У тебя 2 копейки есть? Сейчас. 2 копейки? Подожди. Сейчас. Вон. Будем. Ребят, нет, 3 у копейки. вас 2 копейки есть? Раз, два, 3, 4. Да бери все. Они мне больше не нужны.
Ты уходишь? Да. Погоди. Выпей чай, я сейчас согрею. Не надо, я опаздываю. Ой, зима. Ты позвонишь? Ты меня, наверное, не уважаешь. Ну зачем ты так? А я сегодня не работаю. Целый день дома. Позвони, а? Может, вечером пойдем куда-нибудь? В кино? Я знаю. Не надо идти. Погоди. Кажется, кто-то. Теперь можно. Только тихо, слышишь? Осторожнее. Ты была вчера удивлена, когда я все узнала. Алло, Кузьмич, это Сергей. Мама дома? дома. Позови. Сейчас. Слушаю. А матери что, нет дома? Сейчас подойдет. Доброе утро. Здравствуй. Да? Мам, это я. Да. Я, понимаешь, Ты где? я из автомата. Понимаешь, я задержался у одного парня, и было поздно идти домой. Это не важно, где ты задержался. Ты взрослый человек и можешь сам. Только в следующий раз я прошу тебя все-таки звонить домой. А то мы не спали всю ночь. Ты поел? Да. Ну, я кончаю, а то здесь уже очередь. Я из автомата. Я не понимаю, что тебя не устраивает? В конце концов, я работаю. Я не для себя работаю. Не ты один. Ну что ж нам тебе за это каждый день спасибо говорить? Ну так-то зачем тебе спасибо говорить? Каждый день не надо спасибо говорить, ты прекрасно знаешь. А вообще, что это ты расшумелся? Может быть, мне тебя вообще уже не Ты устраивает? меня устраивает и хватит к этой теме возвращаться. И ты знаешь, что я тебя люблю. Ну, скажи, что я тоже полноценный жизнь. Отношения надо иметь какое-то. И ко мне тоже надо какое-то уважение. Как отцом. Но я его тоже устраиваюсь. Ребенок, ведь ты думаешь, это так просто. А мне лишний раз конспекты заглянуть нет. Конспекты заглянуть нет. И совсем подумай, ничего не помогаешь. Опять все сначала начинаешь. Почему сначала? Что, в магазин кто тебя ходит? Один раз пошел в магазин, то Вовка, тащил кто сам. гуляет? По воскресеньям. Вот именно, по воскресенье. Ну, парень зато какой у нас. Как хорошо, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоящих ровных рек, а зимних праздников блестящие тревоги. Вот и Новый год встретили. Между прочим, еще один год вашей жизни, товарищ Фокин. Подведем итоги. Поздравляем! Среди лучших работников нашей лаборатории техника-оператора товарища Фокина и награждаем его ценным подарком. Здравствуйте. Здрасте. Вы что, со всеми пассажирами здороваетесь? Забыли. Вы же мне яблоко подарили. Здравствуйте. Весь запас вышел. Теперь до следующего сезона. Ничего, подожду. С Новым годом вас. С Новым годом. Ну, чего бы вам пожелать в Новом году? Не знаю. А вам что? А мне здоровья и, конечно, успехов в работе и в личной жизни. Желаю вам всего хорошего. Спасибо. Следующий стадион. Ты хоть отоспался, пока болеешь? Я всю неделю отоспаться не могу. Чтобы поменьше по ночам шатался. Да что ты знаешь, сколько работы подвалил, не до этого. У тебя когда отпуск?
Вы далеко, Вера Александровна? А И с это кем? знать не обязательно, Николай. Ну да. Так у тебя когда отпуск? Ну когда? Я работаю всего. Летом, наверное. А мне сейчас предлагают. Собрали бы хороших ребят, махнули куда-нибудь с лыжами. Я тут в «Динамо» такие лыжи видел. Польские, из красной пластмассы. На них все, что хочешь, можно делать. Черт, Высший завидую класс. я тебе. Ну, Домбрович, тебе месяц покататься будешь в норме. Да я не об этом. О чем? Да так. У тебя все просто, легко, весело. Конечно, каждое утро поднимаю гири, ныряю в прорубь, читаю газеты. Ну и что нового? Пока ты болеешь, в мире ничего не изменилось. Латерна магика приезжает. Ну? Угу. Ты знаешь, я тут как-то подумал и понял, что я совершенно правильный человек, на редкость правильный. Я работаю, собираюсь в институт, принимаю участие в общественной жизни. Я агитатор. Так ты простой советский человек. Ну ладно, простой. Где они простые? Ты вот простой? Я многогранный. Привет, симулянты. Здоров. Все делаю как надо. Не участвовал, не привлекался, не имел. Какой счет? Твой портрет на обложке журнала «Огонек» печатать можно. На вкладыш. Какой счет? Только включили. Многокрасочная репродукция. Энн Фокин у постели больного Некрасова. В нашу пользу? Ты что, сюда телевизор пришел смотреть? Наш. Люсь прислал. Прислал? Спасибо. А что-нибудь к этому она не прислала более существенное? Да нет, как-то и разговор не был. Печаль. Не знаю, но иногда мне кажется, что я живу как-то правильно, благопристойно и только. Беспокойная совесть преступника. Что тебе надо? Ты никого не ограбил, не убил? Живи и радуйся. Я понимаю тебя, существует такая философия. Всю жизнь радоваться, что ты не сволочь, что бывает еще и похуже тебя. В общем, придет мать, она тебе как медик объяснит, что все это у тебя осложнение на почве гриппа. Да, кстати, чуть не забыл, тебе передавали привет. Обижается, что не звонишь. Сегодня кресло купил. А кому я должен звонить? Наташа, совсем, говорит, забыл. А шкафов нет. То есть они есть, но такой, какой ей нужен. Ну, хочешь, я тебе свой подарю, Станислав? Ну, подари. Пожалуйста. Позарастали стежки-дорожки, где проходили рожки да ножки. Тебе грустно, Сережа? Ну, погрусти, погрусти. Это же будни, будни. Вот молодцы. 11:02. А машина-то брахлит у тебя. Так починил бы. Ну, посмотрю в субботу. Слав, у меня утюг сгорел, будильник не тикает и велосипед восьмерит. Может, возьмешься? Заноси. Кулибин. Русский умелец. Первопечатник Иван Федоров. Шуров Ферраконя. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну ты как? Что как? Скажи, Сережа, только честно. Тебе еще не жаль бесцельно прожитые годы? Ладно, хватит. А вообще мне все эти разговоры о смысле жизни еще в средней школе надоели. Жить надо, а не трепаться. Ольга Михайловна, что это может быть? У меня Вовка вчера молчал целый день, а сегодня кричит. Жениться тебе надо. А? Будешь, как твой друг, жить полной, осмысленной жизнью. У него, может быть, зубки режутся. Живучка? Да нет, наверное, зубки, пора уже. Поворачивайся. Слав, собирайся, пойдем. Никогда не видел близко, как банки ставят. Куда вы, ребят, сейчас ужинаем? Да нет, я еще дома не был, Ольга Михайловна. Заходите. Каждый день. Отправляйся. Давай. Надоело. Что тебе надоело? Надоела зима со страшной силой. Не старайся, Не сплю. Вер, закрой, пожалуйста, кран на кухне. Капает.
Володька, Тебя попросить самому сделать. ты меня слышишь? Ну да. Что-то тебя плохо слышно. Да нет, ничего не случилось. Вот дурак. Ты послушай, как все капает. Форточку открой. Ну да, капает. Та-да-ра-ра. Та-да-ра-ра-ра-ра-ра. Да нет. Передай его отцу. Не плачь, Мишка, пошли! Девушка, здравствуйте, с праздником. Спасибо. Как вы живете? Спасибо, но вы меня с кем-то...
Как же вы живете? Спасибо, хорошо. А как вас зовут? Извините. Ну куда же ты пропал, а? Что, Колька, выручай! Вот так! А что случилось? Что? Я сейчас все объясню. Слава, что? Слава, пошли! Брат, скорее, скорее, брат! Ну, сейчас я приду. Почему? Сейчас я Разрешите? 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 Аня! Слушай, друг, подержи-ка минуту, а? Давай, 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 давай! Давай, давай, Салют! Ну вот я и птел. А скажут, это разная демонстрация. Это мой самый любимый праздник. Мой тоже. Все-таки надо их найти. Ничего, не заблудимся. Все-таки я пойду. Нет. Нет. Мне придется закричать. А вы можете крикнуть только «Ура!» Ура! Начальнику колонны. Быстро. Ну как? Выполним семилетку в 5 лет, да? Должны. Вы меня тогда напугали. Чем же? Это было как погоня. Погоня, страшно было. Кстати, ничего смешного. Нельзя так бегать за девушкой. Можно. Со всеми? Ой! Только что со станции Северный полюс-8. Москва, Красная площадь, Первомайские победы и праздничные поздравления. А вот что передает группа новоселов.
Вас там ждут. Ждут и давно. А по-моему, там совершенно свободно могли бы обойтись и без вас. Вы же наверняка там не самое главное. Почему? Самый главный приходит с гитарой, и он уже пришел, слышите? Неужели у вас хватит совести бросить меня одного на произвол судьбы? Это было бы бесчеловечно. Ну ладно, подождите меня здесь, хорошо? Я на одну минутку, честное слово. Аня! Но если вы не вернетесь, я обойду все квартиры подряд. Ладно. Смотри, еще больше полбутылки осталось. И бутерброды. Есть хочешь? Хочу. А у вас там уже вовсю идет Да. веселье, да? Ой, а опять салют? Фу. Я дома. Как? Так, это моя парадная. А. Ну, до свидания. Иди. Дождь. Кончился. Иди. Сейчас. До свидания. До свидания. Ты обиделась? Нет. Иди.
Ты что, здесь ночевать собираешься? А что? Ну, если тебе это так нравится. Ты позвонишь? Да, Запиши телефон. записываю. Г6. Г6. 34. 34. 21. 21. Записал? Ага. Ну, иди. Ушел. Привет. Привет. Ты чего так рано? Греюсь. Бессонница? Неважно. Есть охота. Кольку надо позвать. Колька! Коля! Ну, что надо? Давай сюда. А чего вам? И захвати что-нибудь пожевать. Уже проголодались. Вы мне снитесь или вы на самом деле? Макароны с мясом. А что вы здесь делаете ночью? Дышим воздух. Все. Слав, очень кстати. Да что я в самом деле, приговоренный, что ли? Все и не так. Вечно, говорит, ты пропадаешь. Вечно со своими с приятелями. Я вечно одна кручусь. А что, собственно, происходит? Противоречие. Никаких противоречий. Все, хватит. Чего? Пускай теперь сама попробует. Женщины. Мужчины и женщины. Вот в чем основной философский вопрос. Но главное, ребята, это не сдаваться. Да. Материально я, конечно, ее обеспечу. Так все. Не цените вы своего счастья, ребята. У вас в жизни любовь, ссоры, Шекспир. А у меня раскладушка на балконе. Уеду. Куда? В Магадан. Значит, меня вспомнит. Нашел время в празднике. Все. Кончились праздники. Наступили суровые будни.
Нет, нет, глупо ты себя ведешь, Коля. Не щадишь ты своего свободного времени. Чтоб полегче вышло. Ну, салат. Да нет, салатик после Жуешь всякую научно-популярную муру. А ламбетик есть? Книжечки для чтения в метро, билетристику. Тебе надо смотреть серьезно. Понял. А ты что, на Да диете, не Коля? Лечусь. С праздником тебя прошедшим, Тамара. Спасибо, тебя также. Коля, что? Дай-ка бутербродик. А, пожалуйста. Спасибо. Здравствуй, Валя. Здравствуй. Получите. Ну, как праздники? Хорошо, праздники. А я вас, Коля, по телевизору видел, на демонстрации. Народ должен знать своих героев. Времена. Демонстрации по телевизору. Смотрим, как футбол. Небось, их хватанули под это дело. Только за родное предприятие. Именно. Валь, ну ты зря обижаешься. А я не обижаюсь, чего это ты? Владимир Васильевич, вы сегодня беседуете с ними? Да, беседа. Хочу вам посоветовать. Так? Поменьше разговоров, комментариев. Главное, ввести сразу в курс дела. Бойтесь объяснений общих мест. А что же вы сухомятку, Петр Евгеньевич, не жалеете вы себя? Горим на работе, Горим. Ну, ты понимаешь, я не мог. Так все получилось. Ну, может, договорились, тебя ждали. Все меняется на ходу. Вы же достали проигрывать. Разве в этом дело? Вообще все обалдели. А он хоть бы что... Вот у меня, ребят, сидят, активно слушают, никаких вопросов. Так с вами другое дело. Но все-таки еще вопросы будут. Ну, ничего страшного нет. Главное, чтобы глупых вопросов не было. А то иному делать нечего, вот он и тянет руку. Людям интересно разговаривать на равных, спрашивать, задавать вопросы, если они верят тому, что ты говоришь, понимаете? Валя, человечество тратит половину времени на выяснение отношений. Хватит, надоело. Остали тоже воду. Вы поймите, люди стали спрашивать, задавать вопросы. А вы всегда знаете, о чем он думает, когда задает вопрос. Он думает о том, о чем Не спрашивает. стратег, Владимир Васильевич. Я всего лишь старший лейтенант. Да и то, когда это было? Так все-таки как, Валя? Ладно. Тут уж ничего не поделаешь, да? Наум Абрамович. Владимир Васильевич, конфиденциальный вопрос. Сколько? 5 рублей. Достаточно вполне. Наум Абрамович, есть у вас справочник для поступления в высшее учебное заведение? Я же заплатил. Понял. Спасибо большое. Не задумали учиться. Так в 8:30. Ну тогда в 9. Ладно? Ладно. Прощайте, прощайте, прощайте. Прощайте, товарищ Перышкин, товарищ Киселев, товарищ История, Химия. Прощайте, товарищи тетрадки. Прощайте, мамочка, я пойду. Яра, не крутись. Мамочка, ну все уже в порядке. Слушай, по-моему, тебе прямой смысл махнуть со мной в энергетический. Будешь мне на экзаменах подсказывать, меня это очень устроит. Нет уж, рассчитывайте на самого себя, у меня свой путь жизни индивидуальный. О. Мамочка, ну все уже, все. Все. Ну вот, дождались, иду. Иду. Мам, по-моему, эти часы уже давно пора сдать в музей. Что? Я вас приветствую и поздравляю. Как нелегко любите. Какой учительный. А ну-ка, ложись. Ты что это зачитался? Давай. Поздно уже. Науки юношей питают, но недостаточно. Равна массе, заключенной в единице объема. Забыл все к чертям. Ложись.
Мама, слушай, у нас путевки предлагают на работе, на теплоходе по Волге, на 20 дней до Астрахани. Может, поедешь, а? Я все равно не смогу. Куда он готовится, сколько? Консультации начнутся. С деньгами обернемся, я тут премию должен получить. Слышишь? Ты что, спишь, что ли? Мам. Сплю. Ложись и ты. Сейчас. Уже второй. Должно быть, ты легла. А может быть, и у тебя такое. Я не спешу. И молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши. Так рвутся, гадав, и пускают по маю венчики встречных ромашек. Любимая, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию. Какая в мире тишь. Какая в мире тишь. Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряной окою. Я не спешу. И молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. И молниями телеграмм
и молниями телеграмм, и молниями телеграмм, и молниями телеграмм. Сегодня 22 июня! День нашего совершеннолетия. Бутылка обогнет земной шар! Подождите, но она же попадет в Волгу, а Волгу впадает в Каспийское море, оно высыхает. Нет, потом Черное море, а дальше океан! Который час? Как дела? Ну да, все в порядке. Все нормально, да. Молодец. Поздравляю. Да, все прекрасно. Где? В Пушкинском. Договорились. Ладно, бегу. Бегу. Какие работы понравились вам на выставке молодых художников? Мне понравилась скульптура. Скульптура Комова Олега, отец студентки, а также графика Татьяны Иваницкой. Большое спасибо. Серолим-бом-бом. Продолжаем репортаж с выставки молодых художников. Помолодели сегодня старинные залы Пушкинского музея. Привет. Привет, как выставка? Радость передвижницы. Кто это? Понятия не имею. 100 раз видела, а кто такой, не знаю. Знаю только, что всегда и везде ругают передвижник. Зачем? Ну, привык. Большое спасибо. Вот это, кажется, самый молодой посетитель выставки. Как тебя зовут? Вова. Ну, я вижу, ты пионер. Что тебе понравилось на этой выставке? Мне больше всего понравились древнегреческие скульпторы. Вот как. Ну, а что тебе понравилось из работ современных советов? Ну, пойдем. Пойдем. Куда? А я покажу тебе свое любимое произведение. А, ну пойдем. Ох, как здорово. Ага. Как здорово. Ну, а где же твое любимое произведение? А вот. Где вот? Ну вот. 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 Я знаю. Что ты знаешь? Я знаю. Век уж мой измерен. Но, что продлилась жизнь моя, И моя? я утром должен быть уверен, что с вами Со мной? днем увижусь я. И вечером? Вечером. Вечером обязательно. И завтра. И послезавтра, и через год. И через И 1000 через лет. 2000, через 15 000. Вот хотя бы так. Ну, хотя бы. Здравствуйте. Можно мне походить с вами, а то я отстал от своих? Ну, пошли. Знакомьтесь, это Сергей. Олег, Сергей.
Как выставка. Радость передвижников. Иван Грозный убивает своего сына. Кстати, здесь твои родители. Да, приятно будет встретить близких людей. Как ты живешь? Отлично. А ты как? Как раньше. Ездил куда-нибудь? Стокгольм. С футболистами? Нет, на этот раз с ихтиологами. Посмотри внимательно на этого человека. Он необычайно образован, он знает 3 языка. 2. Ну что тебе стоит выучить еще один для ровного счета? Пожалуйста. Он был в Гвинее. Ганни, ну это рядом. Он играл в бадминтон с Алим. Играл. У него невеста, диктор Стоп, телевидения. я считаю, что вполне... Вполне можно умереть от зависти. Внимание, впереди мои родители. Ты подойдешь? Нет. Звони при случае, телефон старый. Пока. До свидания. А это что за парень? Он переводчик. И, между прочим, он мой муж. Кто? Муж. Как? Так, мы еще не подавали в суд. А я не знал, что ты... Догадывайся. Ну и что же вы? Просто он дурак, полный. Ну, не повезло человеку, и все. Добрый вечер, бабушки. Здравствуй, сынок. Серега! Здоров. Здорово. Я с тобой. Что такое? Может, пойдем куда-нибудь прогуляемся, в кино сходим? Я не могу, Коль, бегу. Че? У тебя 5 не найдется? Сейчас посмотрю. Вот все, что есть. Что, и все? Слушай, а может быть, у твоего жильца спросить? Ты с ним хоть что-нибудь-то получаешь? Да что ты? С него получишь. Он всю зарплату жене по почте перевел. Ну, а что же делать? А может, Люся одолжит, а? Только не мне. С тех пор, как Славка ко мне переселился, она делает вид, что мы не знакомы. Люся! 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 Привет! Привет! С законным браком. Спасибо. Одолжи 5, эй! Попробуем. Слав, ну как там? Сессибон. Посмотри внимательно на эту дверь. Она закрылась за нашим товарищем. Обнажим головы. Ну ладно тебе, я побежал, Коль. Погорел на 10 минут. Будь здоров. Входи. Боже, что творится. Когда все это кончится? Ну, пошли, пошли. Ну, как дела? Не волнуйся, хозяйка, все будет в норме.
Подожди секундочку, я только переоденусь, ладно? Здравствуйте. Здравствуйте. А, ты дома. Знакомьтесь, это Сергей, а это, естественно, папа. Очень рад. Сергей, папа. Ну, мы пошли. Только познакомились, сразу пошли. Это как-то даже, может быть, за знакомство, а? Я много слышал о вас. Да. Ну, хотя бы то, что вас зовут Сергей. А если знать характер моей дочери, то это очень ценные сведения. Ты сегодня в ударе. А ну-ка, повернись. Что? Давно тебя не видел. А тебе идет эта штука. А вы закусывайте, закусывайте. То пить-то мы научились, а вот закусывать не умеем. Должна тебя огорчить. Что? Боюсь, что теперь нам придется видеться еще реже. Что-то? Я скоро уйду из дома. А, да-да-да. Я слышал, краем уха мать с кем-то делилась по телефону. Значит, это соответствует. Соответствует. Вы это вместе решили? Да, вместе. Ну, а где вы собираетесь жить? Устроимся, мы ищем комнату. Так. А у вас есть деньги? Есть, я работаю. А вы снимали когда-нибудь комнату? Нет. А она снимала. Но платил, между прочим, за нее я. Но дело, конечно, не в деньгах. Но все это как-то не солидно. Не кажется ли вам, ребята, что пора взрослеть? По-моему, процесс этот у вас несколько затянулся. Я тоже пойду работать. Проживем. А институт? Образование? Ты же способный человек. Будет жаль, если... Ничего, совместим. Но проще было бы остаться здесь. Места хватит. Что тебя не устраивает? Не знаю. Но мне в последнее время как-то не хочется возвращаться домой. Может быть, это происходит от того, что я взрослею, хотя процесс несколько затянулся. Странное у него должно сложиться мнение о нашем доме. А я и не стараюсь, чтобы у него было хорошее мнение. А тебе не кажется, что дело не в том, что тебе именно здесь трудно жить? Тебе в любом месте будет одинаково трудно. Я уже это слышала или даже где-то читала. А потом ни тебе или папа знает, что нашу молодежь не пугают никакие трудности. Ну, продолжай. А зачем? Я заранее знаю все, что ты мне можешь сказать. Я не нахожу твой тон приличным. Вы тоже так же разговариваете со своими родителями? Нет, не так. Интересно, о чем вы думаете, слушая этот разговор? Ну, какое тебе дело, о чем он думает? Тебе это не нужно, не интересно. Тебе нужно, чтобы вообще поменьше думали. В этом ты ошибаешься. Думать надо всегда, и особенно в вашем возрасте. Сколько вам лет? 23. Кем вы собираетесь стать в 30? Кинолюбителем. Аня, возьми трубку. Я не верю в тех, кто слишком много острит в юности. Мне нравится. Ой, надоело. Что тебе надоело? Разговаривать. А потом все прекрасно. Скоро мы разъедемся, будем дружить домой. Аня! Мне нравится, что вы молчите. Сергей, я тоже молчал и слушал. Иногда люди говорят очень полезные вещи. Да-да, подожди минутку. Ты извини меня, папа. Ты пойми, разговор у нас нелегкий, я, естественно, волнуюсь. И, может быть, поэтому говорю. Ты пойми. Я понимаю. Я с некоторого времени потерял с дочерью общий язык. Бывает. Вы должны ее понять, она действительно волновалась, и поэтому Да. разговор этот... Как вы относитесь к моей дочери? Я надеюсь, это серьезно. Да, это серьезно. Я хотел бы вам верить. Вы можете мне верить. Конечно, лучше вам было бы остаться здесь, места хватит. Ну ладно, не будем больше об этом. Вы должны ее понять, Да. она
волновалась, и разговор этот... Да. Мне трудно судить, и потом есть вещи, в которые я не вправе вмешиваться. Да. Она тут нашумела, ушла. А вы садитесь, садитесь. Она не может понять одной вещи. Ей ткачи добра, садитесь, счастья, чтобы жизнь сложилась нормально, хорошо, спокойно. В последнее время у нее это не очень складно получалось. Ну, да, очевидно, вам это известно. Вот что я вам скажу. Наверное, я никому бы этого не говорил. Вы, как бы вам сказать, вы человек перед дорогой. Вы оба. Для каждого из нас наступает один прекрасный день, когда нужно задуматься, что-то решить важное. Знаете, как в сказке, камень, а на нем пойдешь налево, пойдешь направо, пойдешь прямо. Наверное, вам приходили в голову такие мысли. Откуда вы знаете? Почему бы мне не знать, дорогой мой? Знаю. Потому что вы только начинаете идти, а я уже отмахал порядочный кусок. Иногда мне везло больше, иногда меньше, иногда совсем не везло. Так вот, учтите, надеяться вы можете только на себя. Никто вам не поможет, ни один человек. Людям, в общем, наплевать друг на друга. Как ни печально в этом признаться. Я знал и знаю людей. Ну вот взять кое-кого у меня в Тресте. Я общаюсь с ними по работе и имею возможность наблюдать их внимательно и давно. А с некоторыми мы даже вместе начинали. И вот из них ничего не вышло. Не получилось. Потому что они чего-то не поняли, растерялись. Ах, ребята, как вы еще наивны, как вы еще мало знаете жизнь. А в жизни есть простые, грубые вещи, ну, такие, скажем, как зарплата, квартира. Я понимаю, вы, наверное, даже стыдитесь об этом говорить. Это, так сказать, слишком прозаично, но от этого никуда не денешься. И с этим приходится считаться. Поверьте уж мне. А что касается барышни, никуда она не уйдет. Все это слова. Я ее достаточно хорошо знаю. Так какую же дорогу мне предлагаете? Да ничего я вам не предлагаю. Это уж вы решайте, как говорится, сами. Сами решайте. Вот так-то, дорогой мой. Я договорилась, они нас ждут. Пойдем. Что он за человек? А, Сереж? Что это значит? Людям наплевать друг на друга. Не может этого быть. Не может быть, чтобы он был прав. Ну, где мы будем жить? Можно у нас? Нет. Слушай, а ты умеешь ходить в гости через одного? Как это через одного? Ну так, сначала к моим знакомым, потом к твоим, потом опять к моим. И так всю ночь. Не знаю, не пробовал. Тебе неудобно? Ну тогда пошли подряд по моим. В гостях хорошо. Давай всем назло устроим себе веселую ночь, а? Pleure le soleil pour qui pourquoi tourne le pôle pour toi. Ты знаешь, мне так много хочется тебе сказать. Ничего мне не надо говорить. Странно, что мы когда-то были незнакомы и вообще могли не встретиться. Не давать же объявление в газету «Ищу хорошего человека».
Хотя, почему бы и не дать? А я утром разверну газету и позвоню тебе. Я скажу: здравствуйте. Это вы меня ждали? А я отвечу: где ты пропадал столько времени? А ты где пропадала? Какая разница? Главное, что мы нашлись. А ты меня любишь? А ты меня? Тебе совсем не хочется спать? Нет, а тебе? Немножко. А ребята, по-моему, скучали. Непонятно, зачем тогда собираться. Может быть, ты и прав. Но не собираться-то еще хуже. Может быть. Пойдем пешком, ладно? Давай. Хорошо, как сейчас. Вот ты, вот я. Ну что нам еще нужно? Конечно. Так бы идти, только что вместе. Ну вот я и думаю. Ох, как не хочется сюда идти. Не ходи. Как просто и как мудро. Не хочется, не ходи. Но что делать? Увы, увы, увы. Слушай, будем жить у нас. В шкафу. Папа, мама, моя жена и я. Папы нет. Прости. Ну? Что ну? Ну что, надо решать. Что решать? Я не понимаю. Ну что ты не понимаешь? Ну ладно, прощаемся. Иди, а то тебе надо поспать хоть немного. Да уж не придется к 8 на работу. А я сегодня в институт не пойду. Ты позвонишь? Позвоню. Ну что ты? Что с тобой? Я не понимаю, зачем бросаться словами? Уходить из дома вечером с громкими декларациями, чтобы на рассвете вернуться обратно и с наивным лицом сказать «с добрым утром». Сереженька, иногда обстоятельства бывают выше нас. Что? Ну ниже, какая разница, но все-таки они имеют серьезное значение. Зачем тебе весь этот спектакль? Ты кто, взрослый человек? Ты можешь отвечать за свои поступки? Тебе это не нравится. Не нравится. Я считаю, или вообще не стоит трепаться. Ну, что ты от меня хочешь? Целенаправленности, последовательности мыслей и поступков, внутренней гармонии. Но я человек не гармоничный. Ну да, я знаю. Гармоничными были только Древние греки. Но поскольку это трудно проверить, может быть, оставим греков в покое, ладно? С удовольствием. Тем более, что в такой ранний час я вообще не могу говорить о серьезных вещах. Ужасно хочу спать. Спокойной ночи. С добрым утром. Ну. А что касается обстоятельств, для меня серьезное значение имеешь ты. Вот так. Ну. А теперь пройдите сюда. Это Журавлев. Здравствуйте. Машинист котла. Познакомьтесь, это товарищи из ГАМы. Покажи им приборы. Давай. Ну вот здесь мы работаем. Вот здесь? Да. А это щит управления. Щит? Да, который контролирует работу котла. Котла, да. Ты что-то? Да. Как? Надо как-нибудь поприветливее. Ну а я? Ты что, не выспался, что ли? Почему? Все нормально. Что с тобой в последнее время происходит? Ничего. Нет, что-то происходит. С каждым человеком что-то происходит. Хочешь, говорить не надо. Дома что-нибудь? Да нет. А может, в институте? Да нет, все нормально. А может, она? Кто она? Не знаю. Вера, Валя, Светлана. Пелагея. А может, я не прав? Аня, может, ты действительно во всем права, и я чего-то не понимаю. И ничего не важно, кроме нас с тобой. Ничего вокруг не существует. И в этом весь смысл. Наверное, и глупо нам ссориться, понимаешь?
Ерунда это. Ерунда, из-за которой мы можем потерять друг друга. Я не хочу этого. Я тоже. Я не видел тебя неделю, я уже больше не могу. Я тоже. Слушай, давай увидимся, обо всем спокойно поговорим, ладно? Ладно. Надо многое решить, серьезно. Обязательно. Я побежал. Да, звонок. Звонок. Бегу. Я тебя очень люблю, слышишь? Слышу. Я тоже. Очень. Здрасте, Наум Абрамович. Здравствуй, Коля. У вас есть что-нибудь Фокина? Фокина. Полмира, может быть. Нет, Фокина. А, Фокина. Есть, да? А сколько стоит? 20 копеек. Ну, спасибо большое. Ольга Фокина, стихи. Ну как, закончили? Разобрались. Да, нужно только проверить запись серии нуля. Проверьте, пожалуйста, это завтра сами. Ольга. Конечно, сам. Так вы домой, Коля, да? Да нет, я еще здесь побуду. Кстати, возьмешь схему коммутации на завтра. Программисты подготовили. Так вы сегодня вечером звоните, да? А, ну как договорились, Владимир Васильевич. Ну как вообще жизнь? Нормально. Билет распространил? Вчера еще. А что ты решил задержаться-то? Да я хочу посидеть, посмотреть, разобраться, в чем там наконец дело. Ну пойдем, вместе посмотрим. Пойдем. На Кузнецком полное собрание достал. Ну, молодец. Все закончили? Ага, до свидания. Будь здоров, Шурик. Ну, пока. А что за вещь? 5 вечеров. Райкин, что ли? Да нет. Ах да, современник. Ну-ка, проверь еще разок. Уже проверил. Это я с добрым вечером Шурова и Ракунина спутал. Кстати, будет время посмотреть, интересно. Вы как Владимир Васильевич. Все советовал мне на венский балет пойти, а он уж год как уехал. Смешной мужик. Ты его давно знаешь? Давно? Как здесь работаю? Магнитофон у него влез. Импортный? Да нет, сам сделал. Интересно, что ты о нем думаешь? Хорошая машинка. Да нет, я Владимир Васильевич. В каком смысле? Ну, что обычно думают о людях? Мне просто интересно проверить свои ощущения. Работает он вроде ничего. Вы же знаете, как я к нему отношусь. Нормально? Работает ничего. Хорошо работает. Да, работает хорошо. Высказывается иногда. Он человек с юмором. Да, человек с юмором, но заметь, никогда не говорит до конца. По-моему, он всегда говорит то, что думает. Но это зря, таких людей вообще нет. Почему? Не знаю, природа человека. Это вы слишком. С виду он, конечно, смелый, даже резкий, не всегда подбирает выражений. Как он тогда Филиппову-то? Он не подбирает, он говорит. А что, не прав, что ли? Столько денег угрохали, а машина стоит зря. Ваш же Филиппова приложил к этому руку. Почему мой? Ну, не ваш, мой, какая разница чей. Теперь вот колупаемся, а потом спешку будем пороть. Прав, старик, что тут говорить? Ну, в этом смысле, может, он и прав отчасти, хотя я с тобой до конца не согласен. Знаем мы эту смелость, принципиальность. Часто это оборачивается просто дешевым эффектом. Зарабатывает популярность. Что-то я вас не совсем понимаю. А что тут не понимать? Да ерунда, вы его совсем не знаете. Это правильно. Знаю я его мало. Давай покурим. Мы здесь вдвоем. И пожарников нет. Слушай, хочу с тобой поговорить откровенно, без свидетелей. Только поставь себя на мое место, пойми меня правильно. У некоторых товарищей, да, и очевидно не без оснований, сложилось впечатление, что Владимир Васильевич некоторыми своими высказываниями дезориентирует. У каких это товарищей? Ну, я не могу тебе это. У Филиппова, что ли? Ну, почему у Филиппова? Причем тут Филиппов? Есть кое-кто и... Кто? Ну, я не могу тебе этого сказать. Ну, допустим, мне так кажется, хотя я в этом не убежден. Но может у меня сложиться такое мнение? Может у меня возникнуть естественное желание проверить свое впечатление? Ну, если я ошибаюсь, тем лучше. Всегда в таких случаях приятно оказаться неправым. Садись. Владимир Васильевич доверяет тебе больше других, ты его хорошо знаешь. Ну, я понимаю, тебе несколько неловко, но ведь никто не заставляет на него наговаривать. Но ведь без этого нельзя, старик. Доверяй, но проверяй. Какие же это товарищи? Ну, Филиппов, только ты мне не выдай, чудак. Тебе вот нисколько не помешало, нам с тобой. Его поддержка, знаешь, как понадобилась бы. Его лаборатория сейчас начинает разрабатывать новые модели, нужны будут люди, там перспективная работка, рост. Я могу быть с тобой откровенным, чем мне от тебя скрывать? Но в конце концов, ну кто тебе, Владимир Васильевич? Брат? Сват? Близкий человек? Да, конечно. Я тут как-то
Видел его с одной молодой девкой. Может, дочь, а может и... А? Ну, хорошо. Если бы мы не были одни, если бы так было, я бы набил тебе морду. А что же мешает? Не люблю без свидетелей. Слышали анекдот? Двое прыгают с парашютом, дерг кольцо, все идет как надо. Вдруг мимо камнем третий летит. Оказывается, он опять вещмешок надел. Вообще-то это старый анекдот, но смешной, правда? А слышали последний вопрос? Слышали. Ты мне звонил, мать говорила? Звонил. А что такое? Ничего, нужен был. Ну, нужен. Ты понимаешь, есть такое слово «нужен». А у него вот такая девушка. Я ее вчера на Петровке видел. А сейчас? А сейчас нет. Сейчас все в порядке. Да, очень оживленный разговор. Может быть, все-таки сменим тему и поговорим о чем-нибудь другом? Например, о футболе. О хоккее. С шайбой. Может, пойдем чего-нибудь? Я не хочу. Почему? Ну, не знаю, но у меня такое впечатление, оговариваюсь, может, и личное, что все люди делятся на тех, с кем пьют и с кем можно разговаривать. Мы это как-то раньше совмещали. Было. А теперь, боюсь, не получится. Слушай, кончай. Никогда его не видел в таком дурацком настроении. Просто мы давно не виделись, Славик. Понимаете, братцы, жизнь идет своим ходом. Каждое утро я встаю, иду на работу, покупаю сигареты, ем, дышу, хожу в кино. И каждый день я вижу вас обоих. Каждый день. Минус армия, командировки и прочие уважительные причины. И это моя жизнь. Я не могу без этого. Может, это называется привычка? Все равно, если это так, я не хочу менять привычку. Это называется Эрих Мария Ремарк. Но если хочешь, я могу примчаться к тебе в тумане на гоночном автомобиле. Можем пошутить. Но не стоит. Ну, хорошо. Ближе к делу. Ну, конкретнее. Какой ты деловой. Какие вы оба деловые. Я не деловой, я озабоченный. Ну вот теперь мне, наконец, все становится понятно. Почему бы тебе не сказать об этом сразу? А то ходим. Ты меня, конечно, извини, Сережа, но мне просто показалось в какой-то момент, что, может быть, не стоит. Ну это все лирика, Коля. Ну а дальше? А дальше? Хотят жить со света хорошего человека, настоящего, принципиального, отличного мужика. У него, видите ли, нелегкий характер, и он этим доставляет беспокойство. По-моему, это обычный служебный склок. Стоит ли обращать внимание? Как же так не обращать? Жить и знать, что рядом живет подлец, здороваться с ним каждый день, сжать руку, ведь он же все время рядом, сидит напротив тебя, молодой, сытый, с честными глазами, понимаешь? С честными глазами. Страшная личность. Ты знаешь, мне с некоторых пор надоело острить. Стареешь, Коля, стареешь. Когда говорить не о чем, острят. Когда думать не о чем, тоже острят. Так легче. Ну и теперь по логике разговора ты должен сказать мне, что я стал больше острить и, следовательно... Да ничего из этого не следует. Просто я не всегда понимаю, о чем ты думаешь, когда говоришь вот так. Просто так. А по-моему, это не обязательно. Ничего, конечно, тут обязательного нет. А у тебя испортился характер. Может быть. Но иногда нужно портить себе характер. А стоит ли? Стоит. Зачем я тебе все это говорю? Ну зачем? Тебе же это не интересно, не нужно, я же вижу. Не знаю, но ты стал каким-то другим. Не пойму, от чего это происходит. Но это так, это явно. Сволочей всегда хватало. Во все времена и народы. Ну, понятно, он сволочь. Я тебе охотно верю. Но ты сказал ему об этом. Но что толку? Что изменилось? Ничего. Да если ты себя уважаешь, не стоит даже, пожалуй, опускаться до разговора с такими людьми. Ну, что ты пока можешь? Что я могу? Славка.
Ты можешь принимать или не принимать этих людей, но они есть, и с этим приходится считаться. Неужели он и вправду так думает? Или просто валяет дурака? Главное – это личная честность каждого. Каждый отвечает только за свои поступки. Есть такая теория. И ты живешь среди людей. Ты и люди. И с этим ничего не поделаешь. И надо решить для себя этот вопрос и не мучиться. Какой вопрос? Решить степень взаимоотношений и определить для себя предел. И ты уже решил? Решаю. Ну, давай. Курить тут нельзя. Нет. Ну, ладно, хватит. Я рад, что мы наконец поговорили. Тут нечего темнить, все в жизни гораздо проще. И давай называть вещи своими именами. Когда-то это должно было случиться. Мы, так сказать, выросли и по-разному смотрим на многие вещи. Я тебя не обвиняю. Ну чего уж там, валяй. Да нет, не обвиняю. Очевидно, со своих позиций ты прав. Наверное, это не лучшие позиции, но бывает и похуже. Ну, спасибо. Ну ладно, увидимся. Спешу. Ну да, конечно, есть масса поводов, дни рождения, праздники. Так многие делают. Слушай, я тебе сейчас дам... Отчаянный ты парень. Привет, я уж думал, что тебя никогда в жизни не увижу. Кто такой? Ну, сейчас чуть не убили при входе. По частям пролезал просто. Энтузиазм масс. И по-старчески живописен. Завяжу я морщин жгуты, я надену десятки лысин, только будь молодою ты, неизменно мое решение, громко времени повелю, не подвергнется разрушению, что любил я и что люблю. А Пушкин пил вино, смеялся, ругался и озорничал, стихи писал, не знал печали. Дела его прекрасно шли, и поводил все Серёж. плечами, и улыбалась Натали. Ты сейчас о чем думал? Для их Я спасения слушал. навечно порядок этот утвержден, и торжествующий невежда приговорен и осужден. Ты знаешь, что я больше всего хочу? Что? Чтобы я всегда разделяла твое настроение. Если тебе хорошо, и мне хорошо. Если тебе плохо, мне тоже плохо. Мне неплохо. Тише, ребята. В буфете поговорите. Ну ладно, потом, а то люди мешают. Люди умные, люди сильные. Ты знаешь, у меня был странный разговор с ребятами. Дело даже не в разговоре. Но я замечаю, мы стали плохо понимать друг друга. Как-то отдаляться, это в общем неприятно. Да, ты напрасно огорчаешься. Товарищи следует иногда менять. Это естественный процесс, и происходит не постоянно, со всеми. Просто в один прекрасный день оборачиваешься и замечаешь, что вокруг тебя совсем другие люди, а лучше они или хуже, просто распределены. Ну да, в один прекрасный день я оборачиваюсь, а рядом со мной сидишь не ты, а другая. Лучше она или хуже, после разберемся. Или ты оборачиваешься, а вместо меня сидит, ну вон, например, приятель. Не надо, зачем ты так? О мертвых мы поговорим потом. Смерть на войне обычна и сурова, но все-таки мы воздух ловим ртом при гибели товарищей.
Ни слова. Обветренные скулы сведены. 350-й день войны. Еще рассвет по листьям не дрожал, и для страстки били пулеметы. Вот это место, здесь он умирал, товарищ мой из пулеметной роты. Здесь бесполезно было звать врачей, не дотянул бы он и до рассвета. Он не нуждался в помощи ничьей, он умирал. И, понимая это, смотрел на нас и молча ждал конца. И как-то улыбался неумело. Загар сначала отошел с лица, потом оно темнее каменело. Ну стой и жди, замри, оцепеней, запри все сразу чувства на защелку. Вот тут и появился соловей, несмело и томительно защелкал. Как время по траншеям тек песок. У меня никого нет, кроме тебя. Мне никто больше не нужен. Ты это понимаешь? Взявшись на носок, заглядывал в воронку от разрыва. Нелепа смерть. Она глупа, тем более, когда он руки, разбросав свои, сказал: ребята, напишите поле. У нас сегодня пели соловьи. И сразу канул в омут тишины 350-й день войны. Он не дожил, не долюбил, не допил, не доучился, книг не дочитал. Я был с ним рядом, я в одном окопе, как он о поле о тебе мечтал. И, может быть, в песке, в размытой глине, захлебываясь в собственной крови, скажу: ребята, дайте знать Ирине, у нас сегодня пели соловьи. И полетит письмо из этих мест туда, в Москву, на Зубовский проезд. Пусть даже так. Потом просохнут слезы, и не со мной, так с кем-нибудь вдвоем, у той поджигородовской березы вы всмотритесь в зеленый водоем. Пусть даже так. Потом родятся дети для подвигов, для жизни, для любви. Пусть их разбудят рано на рассвете томительные наши соловьи. Пусть им навстречу солнце зноем брызнет, и облака потянутся гуртом. Я славлю смерть во имя нашей жизни. О мертвых мы поговорим потом. Мы расстаемся политехнически. Нам жить недолго. Суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах, в твоих просторах. Политехнически невыносимо нам расставаться. Клуб имени Петрова. Следующий гастроном. Здравствуйте, Щермакова. Гражданин, возьмите 2 копейки. Давно вас не видел. Здрасте. Что нового? Ну ничего, все работаем. Курить тут у тебя нельзя. Потихоньку, если. А что у вас нового? Ботинки. Да нет, серьезно, купил на прошлой неделе чешские, а больше ничего. Что-то вы сегодня не такой, как всегда. А как и всегда. Ну, не улыбаетесь. Устал, работы много. Клуб имени Мухина. А где ваши ребята? Следующий универмаг. Ребят, давайте. А ну, ребята, давайте возьмем билет. Долго будет сниться, проводница, проводница. Ты мне долго-долго будешь сниться на берегу крутом. Не смотри, ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь. А где ваши ребята?
них личные дела. А у вас личных нет? А у меня только общественные. Вам выходить, пропустите свою остановку. Ничего, я немного проеду, что я Щербакова. Докурю. Воробьев переулок, следующая школа. А что вы меня все по фамилии-то называете? Не нравится? Да нет. А чего же? Да нет, просто хотела сказать, имя ведь у меня есть. А как тебя зовут? Катя. Катерина. Хорошее имя. А вас как? Николай. Коля, да? Да, знаю. Ну вот, познакомились. Следующая остановка – стадион. Первое время я все остановки путала. Никак не могла запомнить. Пассажиры обижались, им ведь какое дело. А потом привыкла. Сейчас, не глядя, могу сказать, какая остановка. Я их, знаете, даже наизусть учила. Вот закрою глаза, я повторяю. Как стихи. А что вы смеетесь? Вы знаете, я одно время, когда в школе училась, вдруг стихи писать стала. Я и то разок тиснул в стенгазету. Правда? Да, про Поля Робсона. Его не взяли на испуг, приехал, наконец, далекий чернокожий друг, гигант-певец-борец. Следующая проектировочная. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вам денежка. Вот вам билетик. Спасибо. Я тоже писала общественные. И тоже в стенгазету. Тихо колышутся ветви берез. Вот наш родной подмосковный совхоз. А больше про любовь. Ну, подражать мне, конечно. Смешно, правда? Смешно. А что же вы не смеетесь? А я смеюсь. Внутренним смехом. Страшно? Очень. А на самом деле я в это время смеюсь внутренним смехом. Неправду вы говорите. Вовсе вы не устали. У вас какие-то неприятности? Ну-ка, дайте-ка ваш билетик. У вас все очень хорошо кончится. Откуда знаете? А вот же у вас счастливый билетик. Вы его спрячьте. Обязательно. Вам удачи будет. Ну, спасибо, если так. Следующая остановка – Буревестник. Завтра отосплюсь, выходная. А вечером в кино пойду. А вы не смотрели фильм «Девчата»? Нет. А у нас с завтрашнего дня опять в Буревестнике идет. Нет, не видел. Вагон парк. С чего это он? Ну, до свидания, Надя. Мужчине первому не полагается. По этикету. Да черт с ним, с этикетом. Хорошая вы девушка. Вдруг заметили. Хорошая. До свидания. Счастливо вам. Спасибо, попробую. Хорошо, что у вас есть такой человек, как я, а то бы тут погибли вы все. Мама, нам здорово повезло. Откуда столько красного и черного? 3 книжки. Слушай, Сережка, давай подарю одну, ведь не читал? Подари. Он у нас классику только в кино смотрит. Да, это короче, идейно все ясно. Какой современный, как молодежное кафе. Моя сестра ходит в молодежное кафе. А вы куда ходите? Планетарий. Ух ты, в планетарий собрался. А что же вам там сегодня показывают? Тайна Тунгусского метеорита.
По-моему, самая большая тайна – это твоя знакомая. Верка, что ты пристала к человеку? Он спешит, ему некогда. Ты говоришь под руку. Я понимаю, спешит, некогда, занятые молодые люди. Они сейчас сложный вопрос решают, где им поселиться. Да? Да. Я думаю, если ты мне сказал, то из этого уже не делается секрета. Верка, это не твое дело. Ну, конечно, не мое, не твое. Ты молчишь, деликатничаешь, да? Он же свободнее будет. А нам и так не тесно. Вообще говоря, ты хоть бы ее привел сюда. Показал, что ли? Познакомил. Я познакомлю. Было бы с кем. Ну ладно, кончай. Господи. Книги – это хорошо, когда нет лишних. Что это такое? Вопросы терапии. Ой, Верка, Верка, это подожди. Это... Ну хорошо, вот аналитическая геометрия, 1936 год издания. Ну, может быть, это можно выбросить? Мне бы не хотелось, это папины книги. Ой, Растяпа. Я нечаянно. Помощник. Ой, смотрите, что это? Какие документы? Документы. Мам, по-моему, это... Что? Где вы их нашли? Здесь. Они здесь лежали. Где, вот здесь? Господи, каким же образом? На октябрь месяц 41-го года. Это ж почти археологическая находка, об этом можно в вечерку сообщить. Рабочие. Угу. Рабочие. А это моя. Нам в госпитале рабочие давали. А детская это моя? Сережкина. Тебя тогда еще и не было. Господи, ты, Леха. Леха, как могла их сюда сунуть? Смотрите, ребята. Это же полные 2 декады. Это сколько хлеба. Ну, давайте справим 20-летний юбилей, многоуважаемые карточки. Ничего смешного нет. Нам предстояло прожить без них с Сережей больше, чем полмесяца. Сейчас это трудно объяснить и трудно понять. И как же вы тогда прожили? Так, на картошке. Ночью мне надо было идти в госпиталь на дежурство, а днем я поехала за город нарыть картошки. Меня тогда солдаты подвезли. Это под Сходню. Они окопы роют, я картошку. Помню, что никакого страха у меня тогда не было, кроме того, что мы с Сережкой карточки потеряли. Это уже потом я напугалась вдоволь. Солдаты куда-то ушли. Вечер. Я копаю картошку, и холод страшный, грязь. И реву. Реву при этом, не переставая. Потом обратно пошла. Иду и не знаю, где немцы. Может быть, они уже впереди меня? А мешок тяжелый, мокрый. И бросить его нельзя никак. Дома же Сережка сидит голодный. И кормить его совершенно нечем. Никаких запасов нет. Пришла в Москву. Москва темная. На улицах пусто, холодно. Патруль ходит. Переулок наш перегорожен мешками с песком. И одни только эти амбразурки торчат. Я Сережку накормила и бегом-бегом в госпиталь. А ночью без меня приходил отец. Прям с передовой на 2 часа. Он даже не стал тебя будить. Поцеловал и ушел. А меня? А тебя тогда еще не было. Почему? Не было. И все. Еще раз я видела отца зимой 43-го. Он после госпиталя месяц жил дома. Черт. Что такое? Да галстук никак не завязывает. Осторожно, задушишь. Нагулял шею. Посадить бы тебя на 40 грамм крупы. Зачем тебе такая шея? Для галстука. Ну, я пошел, мам. Ольга Михайловна. Ты вернешься не очень поздно. Не поздно. Ну, я пошел. Коль,
Иди домой, скорее, скорее. Ты очень поздно, иди. Ну, я тоже пошел. До свидания. До свидания. Спасибо за помощь. Не за что. Прости, что пишу коротко и не слишком разборчиво. Страшный грохот. Началась артподготовка. Видишь, как всегда, выбрал для письма самый подходящий момент. Есть много москвичей, есть ребята из нашего института. Одного ты знаешь, Димка Соловьев. Помнишь, он приходил к нам как-то на Октябрьске? Я никогда не думал, Оля, что так получится, что буду сидеть в окопе и писать тебе. Хотя, если правду говорить, иногда думал. Только не мог представить, что фашисты так близко подойдут к Москве. Я не знаю, останусь ли жив, но точно знаю, что Москва останется, СССР останется. Мы так нечасто выражались вслух, но думали так всегда. Все. Целую тебя и Сережку. Артподготовка кончилась, сейчас мы пойдем. Дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев, постепенно стемнев. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана, и делается уже. Нет, Сережа, ты не прав. Я не могу с тобой согласиться. И дело тут не Черноусове. В конце концов, плевать я на него хотел. Что он мне может сделать? Но мне больно, понимаешь? Больно, что в этой истории я могу потерять тебя. Человека дорогого мне. Я тебя поздравляю. Присоединяюсь. Сколько тебе лет? Да вы это спрашиваете? 22. А почему мы здесь, а не в национале? Что, готовится домашний пирог? Тебе еще не надоело ходить с ним в националь? Нет, не надоело. А вы куда ходите? Мы ходим туда, откуда легче сбежать. Это где же? А тебе еще рано об этом знать. Сбежать можно отовсюду, кроме Петропавловской крепости. Я это придумал еще в прошлом году. Твоего дня рождения. Я что-то об этом не помню. Я предлагаю тост за Аниных родителей. Пожалуйста, не возражай. Этот тост не пьем. Почему так? Почему? Потому. Будем считать, что я подкидыш. В таком случае она совсем неплохо устроилась. Она эгоист. Хорошо мне, у меня вообще нет родителей. Сирота. А где они? Под Смоленском. К родителям нужно ходить в гости и занимать у них деньги. Вам их дают? Мне нет. А может, они и правы. Неужели моя дочь будет так же относиться к своим родителям? А сколько лет вашей дочери? Скоро год. Счастливый отец. Такой счастливый лучше не придумаешь. Каждому доступно такое счастье. А почему у вас нет детей? А у вас есть дети? У нас нет няньки, мы сторожим своего сына. Это не сына, а караульную службу. А говорят, если родить сразу троих, дают отдельную квартиру. Так это же прекрасная возможность избавиться от соседей. Нет, разве угадаешь, сколько их родится сразу? Никогда. А вот человек, который мог бы стать отцом огромного семейства. Это заблуждение. Я этот человек. Зачем? У меня есть квартира. Ты не знаешь, Благорукий придет? Кто?
Долгорукий. Юрий Долгорукий. Откуда? Оттуда. Прямо сюда. О чем ты сейчас думал? Ты знаешь, у меня такое чувство, как будто сегодня должно что-то. Что? Да нет, ничего. Странный ты все-таки парень. Я никогда не знаю, о чем ты думаешь, когда ты вот так молчишь. Эй, вы, ну придумайте что-нибудь. Давайте выпьем. А я не пью. Мне и так хорошо. Здорово! Здравствуй, милая картошка. Привет! Понимаешь, мы все здесь закисли. Познакомься. Юра? Знакомый. Юра? Коля, ну только тебя здесь не хватало. Здорово, откуда вы ее притащили? Из метрополя. Блюдо по спецзаказу. Картошка халярюс, местнородный чебурек. Юра придумал. Ну, раздевайся. Нет, не могу. Еще 3 обязательных визита, даже работать. А ты не работаешь. Поздравляю вас. Рублей? Картошку на стол! Давай. Будь здоров. Et j'ai pensé mourir, mais je n'avais que 16 ans, rien que 16 ans. J'ai changé depuis, je sais ce que valent tous les serments, je connais la vie. А почему вы весь вечер молчите? А я здесь почти никого не знаю. Это еще лучше. Среди своих всегда так скучно. Мы здесь все свои. Как дела? Так себе. Был день? А ты могла еще о чем-нибудь меня спросить? А о чем? Сережа? Сережа, ваш телефон. В Уральском автомобильном заводе закончено испытание нового мощного автомобиля. Да, я слушаю. Что? Славка? Да, это я. Слушай, говори громче, здесь ничего не слышно. Что? Ну, по-моему, ты просто преувеличиваешь, да. Да. Ну, можно подумать, что Колька первый раз не пришел ночевать. Да, я так считаю. Напрасно. Да. Угу. Ну ладно, привет. Угу. Ладно. Спасибо. Так, фасон осенне-зимний, товарищи. Прошу обратить внимание. Модель получила специальную премию за скромность на фестивале в городе Канне. Практичная одежда для балов, вернисажей, гуляний, загородных гуляний, прогулок, игры в городки, служебных командировок. Современные линии начинаются у горла и завершаются простыми складками в районе позвоночника. Расход ткани 3 метра, при ширине 1,45 м. Танцы! Танцуем? Да. Я как-то был на показе моделей, довольно похоже. А я манекенщица. Могу я узнать ваш телефон? Я замуж. Так я же не руки у вас прошу, а телефон. На какую букву он начинается? На К, на большом ничего не скажу.
Сейчас я вам сделаю сюрприз. Что-то вроде лаптей и картошки. Давай, давай. Ну вот, теперь у нас полный комплект. Лапти, картошка, старинная обрядовая песня. Не хватает только цыган и медведя. Ох, кого люблю, кого люблю, не дождуся. Ох, кого люблю, кого люблю, не дождуся. Ну, может, хватит? Давайте выпьем, а? За что? За картошку. Ну-то, может быть, лучше за репу? А я хочу выпить за картошку. А может быть, стоит этот тост произнести в стихах? Любовь, она, конечно, не картошка. За картошку. Называется тост под барабан. Опытный оратор пробивает кулаком трибуну. Я что-то не понимаю, что ты хотел этим сказать? А я понимаю. Догадываюсь. Что ты понимаешь? Опуская все детали, подробности, разъяснения, уверения и заклинания, я назову все твои разнообразные мысли по поводу картошки так. Квасной патриотизм. Как? Квасной, от слова квас. К этому нельзя относиться серьезно. К этому может быть. А к чему можно относиться серьезно? О чем вообще можно говорить всерьез? Знаешь что, ты только не бери на себя роль гражданской совести. Слушай, не валяй дурака. Я тоже так умею говорить. Все мы это умеем. Ну а что дальше? А у тебя есть вещи, о которых ты можешь говорить всерьез? Нет, ты можешь мне хоть чем-нибудь ответить? Но если нет вещей, о которых можно говорить всерьез, тогда вообще, наверное, и не стоит жить. Или ты не согласен? Но это уже провокационный вопрос. Я могу его тебе задать. А я отвечу. Я серьезно отношусь к революции, к песне «Интернационал», к 1937 году, к войне, к солдатам, к тому, что почти у всех, вот у нас нет отцов. Их картошки, которой мы спасались в голодное время, и которой, А как вы кстати, относитесь тоже. к репе? Что? К репе как вы относитесь? Вы мне так и не ответили. Зачем ты сказал эту гадость? Автоматически. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Спокойно. Надо спокойно во всем разобраться. Слышишь? Спокойно разобраться.
хочу так дальше. Не хочу. Нельзя плыть по течению. Нельзя просто плыть. Ну ладно, собери себя в кулак, соберись. Сегодня рубеж. Я не хочу, понимаешь, не хочу перетирать время, перетирать дни. Ничего не существует отдельно. Ничего. Ничего не существует отдельно, ты пойми. Отдельно любовь, отдельно жизнь, отдельно время, в которое ты живешь. Сиди. Вот ты какой. Это твоя жена? Сестра? А как зовут? Вера. А где мать? И ты работаешь. Слушай, я никогда не думал, что у меня будет двое таких ребят. Ты меня хоть немного помнишь? А были такие, как вы? Что с тобой? Ты можешь мне сказать? Что я могу тебе... Тише. Ребят разбудишь. Они живы? Не знаю. Я могу показать только тех, кого убила раньше. Вот его и его. И вот этого. Их всех убило утром, очень рано, часов в 5 в атаке. А ты? Меня через день, тоже утром, тоже в атаке. Дождь с ночи был, осень. Страшно было? Страшно. Бежим через лес, кричим «Ура!», а рядом ребята падают. А мы не останавливаемся, бежим. В лесу всегда непонятно, откуда стреляют. А ты знал, что тебя... Нет, думал, выживу. Потом понял, все. Другие побежали дальше, вперед. Я не знаю, кто добежал. Жаль, у нас мало времени. Да, но я знал, что мы встретимся. Да, мы должны были И встретиться. больше всего мне хотелось вот так, с тобой. Да. Понимаешь, говорить о многом, серьезном, о самом серьезном. Понимаешь? Да, понимаю. Я часто говорил с людьми, часто с разными, но с единственным человеком, с которым мне хотелось говорить больше всего, я имел на это право, мне не пришлось ни разу. Разве я виноват в этом? И я не виноват. У меня не было выбора. Я пью за тебя. А я за тебя.
Я хотел бы тогда идти рядом. Не надо. А что надо? Жить. Да. А как? Как? Сколько тебе лет? 23. А мне 21. Я пошел. Ты уходишь? Да, мне пора. Меня ждут товарищи. Папа. Прощай. Скоро утро, тебе идти на работу. Я тебе завидую. Больше всего сейчас мне хотелось бы пройти по московским улицам. Это мировой город, самый лучший на земле. Прощай, сын. С каждым годом теперь расстояние между нами будет увеличиваться. Ты будешь становиться старше. Я тебе завещаю родину, и моя совесть до конца чиста перед тобой. Ты должен, слышишь, должен всегда держать в чистоте свою. Счастливо тебе. Не забывай меня, ладно?
Самое смешное, что я их знаю так давно, что даже не помню, когда мы познакомились. Лет в 15, наверное. И я почему-то уверен, что бы ни произошло, мы будем вместе. Всегда вместе. И, в общем, все это здорово, и я бы ничего не хотел другого. Мне труднее, чем вам. Это понятно, об этом даже не стоит говорить. Но я счастлив, что у меня, кроме семьи, вот есть вы оба. Каждый день и на всю жизнь. И что бы ни случилось, братцы, я всегда с вами. Вы же это знаете. Ничего не страшно, если ты не один, и у тебя есть во что верить. И просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день. Я так хотел вас видеть, ребята. Я ведь очень дорожу тем, что вы есть у меня на свете, что мы живем здесь и нигде бы больше жить не смогли. И как бы иногда нам трудно не приходилось, я знаю, что ничего дороже у нас нет. Это все наше, единственное, возможное. И мы будем верны этому до конца. Я это знаю. Был понедельник, первый рабочий день недели.